Сегодня я расскажу, как установить, настроить и использовать среду разработки PyCharm. Для этого я специально установил Kubuntu в VirtualBox, чтобы показать установку с нуля. Возникает вопрос, какую версию PyCharm установить, профессиональную или комьюнити. Я в PyCharm разрабатываю более 8 лет и 6 лет пользовался бесплатной комьюнити версией. В профессиональной версии есть пробный период 30 дней. PyCharm доступен для всех основных операционных систем Windows, macOS и Linux. В Ubuntu наиболее простым является установка через Snap. Копируем команду и вставляем ее в терминал. Нужно выбрать PyCharm Community. Происходит загрузка. Все, PyCharm установлен. И он доступен из меню. Давайте запустим. Все, PyCharm работает. В Ubuntu установка через Snap является самой простой. Аналогично можно установить через apt install, либо скачать архив с сайта JetBrains и запустить его вручную. Для удобства запуска рекомендую добавить его в панель. Теперь для запуска PyCharm достаточно кликнуть вот по этой иконке, либо запустить PyCharm из меню программ. Разницы нет. Давайте запустим. Создадим новый проект. При создании нового проекта предлагается выбрать один из интерпретаторов. По умолчанию стоит виртуальное окружение. Я рекомендую использовать системный интерпретатор, потому что все установленные библиотеки будут сразу использоваться. Как видим, интерпретатора здесь нету. Нужно его указать вручную. Есть несколько типов интерпретаторов. Лучше всего использовать системный. Python 3.8. Вот этот скрипт лучше не создавать. Создадим его вручную. Подсказки можно отключить. Сразу вопрос по оформлению. Если вам не нравится, как и мне, темная тема, то можно выбрать другую тему. Файл, Settings. И вот здесь можно выбрать тему. Я использую светлую тему. Итак, вот вновь созданный проект PyCharm. Вот тут установлены внешние библиотеки и вот сама директория проекта. Давайте создадим новый питоновский скрипт. Назовем его MyPython. Вот все готово. Несколько слов об управлении. Вот есть кнопочка, которая сворачивает дополнительное меню. Вот здесь структура проекта. Вот здесь расположены папки с питонскими файлами. Они будут открываться в дополнительных вкладках. Давайте напишем простейшую питоновскую программу. Запуск программы можно сделать двумя способами. Левой правой кнопкой Run. Вот как видим, распечаталось 1, 2, 3. Либо то же самое можно сделать с помощью горячих клавиш Ctrl-Shift-F10. Вот вы видите, открылась новая вкладка Run. И вы видите результат исполнения скрипта. Можно перетаскивать вот эти менюшки, например, направо. Конкретно мне удобнее разрабатывать вот так, потому что больше кода видно вот здесь. Для тех, кто привык работать в Python консоли, это Jupyter Notebook, либо среда разработки Idle. Можно настроить исполнение Python кода в консоли. Run, Edit Configurations, выбирайте скрипт, Run with Python Console, Apply. Запускаем. И код выполнился здесь. То есть выполнился весь питонский код, и здесь уже можно работать с питонскими объектами. Давайте отключим это. Run, Edit Configurations. Стандартное исполнение через Run. Бывают случаи, когда вам необходимо параллельно запустить несколько Python скриптов. По умолчанию в PyCharm отключен запуск параллельно одного и того же скрипта.
Сделано это, чтобы не затерять какие-либо важные данные, сэкономить ресурсы, поэтому сейчас мы это отключим. Давайте сделаем какую-то функцию, которая долго работает, которая просто ждет в фоне. Также объявим функцию main. Так, сразу несколько хоткеев. Если нажать Tab, то производится отступ. Если нажать Shift-Tab, то кусок выделенного кода двигается влево. И вот сразу можно видеть подсветку синтаксиса. При написании слова name я допустил опечатку. И PyCharm сразу подчеркнул то, что он не знает такой переменной. И ошибка синтаксиса. Все, красное подчеркивание исчезло, данный код будет исполняться. Давайте его запустим. Он выполнился, но функцию f мы забыли запустить. Так, запускаем. Все, он ждет. Запускаем еще раз. И он предлагает остановить этот скрипт, либо не запускать еще один скрипт. Чтобы такого не было, можно зайти Run Edit Configurations и нажать кнопку Allow Parallel Run. Вот, теперь можно сколько угодно запускать таких скриптов, и все они будут исполняться. Если у вас PyCharm недоступен через меню программ, то нажимайте Window, и тут будет кнопка Create Desktop Entry. Нажимаете ее, и у вас в системном меню создастся ссылка для запуска PyCharm. Это актуально, если вы устанавливали PyCharm через apt, либо через скачивание архива с сайта JetBrains. Через Snap все устанавливается сразу. Давайте установим какую-нибудь внешнюю библиотеку. Например, библиотеку Tornado. Это веб-фреймворк, который позволяет написать свой HTTP сервер на Python. Пробуем импортировать. И сразу видим, что PyCharm подчеркнул Tornado красным. Это означает, что данная библиотека не установлена. Сразу же можно из PyCharm установить эту библиотеку. Чтобы установить библиотеку как системную, нужны права root доступа. Если вы используете виртуальное окружение, то можете ставить без root доступа. Давайте установим библиотеку системно. Вбиваем пароль. Так, произошла ошибка. Ошибка связана с тем, что в системе не установлен pip. Сейчас установим еще дополнительные библиотеки Python. Вот эти вот. Ну, а чтоб это не Python. В общем, ряд библиотек, которые используются при установке питоновских библиотек и разработке на Python. Копируем, вставляем yes. Итак, библиотеки установлены. Давайте снова вернемся к питоновской программе и пробуем ее установить через PyCharm. Системная. Требуется root права. Вот видим, что библиотека устанавливалась PyCharm, и она успешно установилась. Более она не подсвечена красным. И давайте пробуем запустить. Все исполнилось. Альтернативно, Tornado можно было установить через терминал. sudo pip3 install Tornado. Как видим, она уже установлена. Давайте напишем какую-нибудь функцию, которая использует переменные. Просто сложение двух переменных. Так, a равно 1, 2, 3, b равно 5. Print a, b. И вызываем функцию f, передавая ей параметры a и b. Как видим, вот это значение распечаталось, а результат выполнения f мы не видим. Давайте его тоже распечатаем.
Все, result 128. Далее я хочу показать вам работу с дебаггером. Вот здесь можно выставлять точки остановки программы. И чтобы запустить дебаггер, нужно кликнуть правой кнопкой и Debug MyPython. Вот вылезло меню дебага. Давайте его перенесем вправо. Вот, можно вот так сводить мышкой и перетащить сюда. И как видим, вот программа остановилась на 9 строчке, там где была поставлена точка остановки. И вот здесь мы видим переменные, которые были заданы. На данный момент это переменная А. И также вот здесь видно, что А равно 1, 2, 3. Нажимая вот эту кнопку, можно идти по коду. Вот на данном этапе была вызвана функция f. Переменная b равно 5. Переменная result равна 128. Вот здесь можем переключиться на консоль. И в данный момент было напечатано вот эта строчка 10, print AB. Давайте выполним программу до конца. Все, сейчас распечаталась последняя строчка. И вот вы видите вывод программы. Использовать дебаггер удобно, когда вы отлаживаете какую-то сложную программу. Чтобы его запустить заново, можно нажать вот эту иконку. Давайте добавим точку остановки вот здесь. Пройдем дальше. И как видим, сейчас дебаггер зашел внутрь программы. И если вам нужно что-то отладить внутри функции, точно так же ставите точки остановки. Вот видно, какие переменные были сюда переданы. Какие-то промежуточные значения будут точно так же показаны. И вы можете легко отладить свою программу. Пару слов о индексировании. При работе PyCharm индексирует все файлы, которые указаны в проекте. Давайте создадим новую директорию. Например, в машинном обучении удобно хранить данные внутри проекта. Создадим папку Data. И, например, добавим тут текстовый файл data.txt. И в этом файле у нас будут какие-нибудь цифры. Цифры, строки. В общем, простой текстовый файл. При этом PyCharm индексирует все эти файлы. В PyCharm можно делать поиск удобный. Вот вы, например, пишете, нажимаете Ctrl-F и пишете переменная А. И вот у вас сразу все подсвечено. Пишите что-то больше, А равно, и у вас подсвечен искомый код. Также можно делать поиск по всему проекту. Hotkey Ctrl-Shift-F. Например, давайте найдем pip. Вот PyCharm нашел строку, в которой найдена искомая комбинация pip. Вот она находится в файле text.txt. Можно сразу 2 раза кликнуть, а можно сразу здесь исправить что-то быстро. Давайте перейдем, вот тыкаем 2 раза на строчку. И PyCharm нас переводит туда, где это было найдено. По умолчанию PyCharm индексирует все файлы в проекте. Например, data.txt. Давайте пробуем найти через поиск по всему проекту 3, 4, 5. Вот он нашел данные в папке data.txt. В ряде случаев, например, в машинном обучении, мы не хотим, чтобы PyCharm индексировал какие-либо файлы с данными. Как правило, в данных не содержится какой-либо код, который мы хотим менять. И мы не хотим, чтобы он индексировался. Для этого эту папку можно пометить как excluded. В этом случае PyCharm не будет индексировать все файлы внутри этой папки. Давайте пробуем снова найти. 3, 4, 5. И, как видим, ничего уже не находится. Также, например, при работе с нейронными сетями я обычно создаю папку weights. И в этой папке хранятся все веса, которые насчитаны, например, TensorFlow или PyTorch.
Эту папку тоже помечаем как excluded. Здесь можно открывать папки. И как видим, что папка стала оранжевой, подсвечена. Также при редактировании большого файла удобно использовать сразу две вкладки. Давайте представим, что у нас тут есть какой-то код, и вот тут мы пишем какой-то еще другой код. Когда у нас файл очень большой, например, сотни строк, нам удобно сравнить то, что мы пишем вот здесь, и, например, сразу посмотреть, что у нас происходит в функции f. Для этого наводим мышку на вкладку с кодом и нажимаем Split Right. Как видим, появилось сразу две вкладки с редактированием кода. Например, тут мы можем промотать к функции f и писать код здесь. Сразу видим вот наш код, который мы редактируем. И справа можем видеть, что происходит в функции f. В правой вкладке точно так же можно редактировать код. В PyCharm удобный синтаксис для автодополнения кода. Давайте, например, введем какую-нибудь строку. В дальнейшем, когда мы хотим написать наш объект, то PyCharm сразу подсказывает. Вот можно нажать Enter и сразу напечатается объект. Также, нажав точку, мы можем увидеть методы, которые есть у строки. PyCharm автоматически анализирует код и понимает, что это у нас строка. И показывает методы строки. Ну и начиная вводить метод, можно нажать Enter и PyCharm дополнит метод за вас. Аналогично работает со списками. L. И, например, сразу видно sort, append. Можно как вот здесь тыкнуть, либо навигация стрелочками вверх-вниз. Давайте приаппендим какую-нибудь строку. Все, видно, что вот наш список, приаппендилась строка, все отработало как нужно. Также в PyCharm есть подсветка синтаксиса, который лучше отредактировать. Код Python хорош тем, что он легко читаем. И, как правило, большая часть программ больше читается, чем пишется. Также вам предстоит читать чужие программы, а вашу программу будут читать другие люди. И для этого PyCharm подсвечивает синтаксис, который отредактирован. Вот, например, список. Он подсветил из-за того, что здесь нету пробелов. Либо он подсвечивает опечатки, как в слове вот то, что случайно набрал. Давайте напишем что-то, и вот подчеркивание убралось. Далее, видим, что подчеркнута функция f. Он рекомендует оставить две строки для лучшего чтения, согласно стандарту PEP8. Более подробно ознакомиться с стандартом PEP8 вы можете в гугле. Не будем останавливаться здесь. Далее, подчеркнуты переменные a и b. Наводим мышку и видим, что эта переменная используется как в главном скрипте, так и здесь. Из-за этого может возникнуть путаница. Поэтому давайте мы как-то переименуем, например, C и D. Так, C до сих пор подчеркнуто, потому что у нас объявлена переменная C вот здесь. Давайте удалим ее. Все, подчеркивания исчезли. Так, далее. Видим, что вот здесь PyCharm показывает, что код может быть оптимизирован, потому что вот мы сдали список и сразу же приаппендили к нему строку. Так, вот нажимаем сюда и заменяем. Как видим, строка сразу создана при создании списка. Код стал более читаем, более коротким. Далее смотрим, подчеркнуто L. Так, ну ему не нравится название самого списка. Давайте назовем его myL. Так, переназвали. Все хорошо, но видим, что у нас теперь не объявлена переменная L. Для этого в PyCharm есть удобная вещь, как рефакторинг. Давайте, чтобы переименовать какую-то переменную, вот, например, мы видим, что переменная L используется в ряде случаев. В данном случае в двух местах, но когда вы пишете какой-то более большой код, то, как правило, переменная используется в многих местах. Например, там в 10 местах может использоваться. И просто переименовывать или нажимать Ctrl-C, Ctrl-V это неудобно. Для этого есть функция refactor. Давайте вот отрефакторим код. Нажимаем какую-то переменную, например, переменная L. И мы хотим ее переназвать по всему проекту. Давайте назовем ее myL.
Нажмем рефактор. И как видим, переменная заменена в обоих случаях. Также эта переменная будет заменена в других питонских файлах, если вы используете где-то снаружи. Например, вот функцию f вы вызываете из другого питоновского файла, и вы можете сделать рефакторинг. И вызов функции будет везде переименован. Итак, далее. Когда вы пишете большой код, то возникает потребность посмотреть предыдущую версию кода. В PyCharm для этого есть удобный инструмент Local History. Тыкайте правой кнопкой на программу и нажимаете Show History. Вот здесь показаны, давайте развернем окно. Вот здесь показаны слепки вашего файла, который вы меняли. Вот создался питонский скрипт. Вот он пустой. И слева вы можете видеть время, когда мы работали с программой. И сразу видно, как менялась программа. Справа вот current — это текущий вид программы. Слева можете выбирать версию файла. Вот, например, 1241. Вот видим предыдущую версию функции. Функция была вот такая, стала вот такая. Вот здесь есть стрелочки. Можно вернуть предыдущую версию функции, если вы что-то изменили и хотите откатиться к предыдущей версии. Точно так же здесь работает Ctrl-Z. Здесь можно менять код, он сразу применяется. Ну и удобно можно посмотреть предыдущую версию кода, посмотреть, что вы изменили, если что-то перестало работать, и вернуть, сравнить с предыдущим кодом. Если вы разрабатываете более-менее серьезную программу, то вам не обойтись без системы контроля версий. В PyCharm встроена поддержка системы контроля версий, и по умолчанию это система версий Git. Git является стандартом в системе контроля версий в большинстве проектов. Есть такие большие сайты, как GitHub, Bitbucket. Точно так же можно поднять Git на своем сервере и удобно разрабатывать код как одному, так и при работе в команде. Давайте создадим Git репозиторий через интерфейс PyCharm. Видим, что репозиторий создался. Давайте создадим первый коммит. Давайте сделаем git commit. И видим, что ничего не добавлено. Для того, чтобы добавить файл, папку, либо какой-то большой объем кода в Git, нужно нажать правой кнопкой Git Add. Как видим, файл подсветился зеленым. Это означает то, что он добавлен в Git репозиторий. Файл text.txt не подсвечен красным, поэтому он в Git не добавлен. Давайте сделаем первый коммит. Вот есть галочка, Ctrl-K. И выбираем те файлы, которые хотим добавить в коммит. Добавляем, и нужно написать название коммита. Это нужно, чтобы мы в дальнейшем могли легко найти коммит, который мы сделали. Ну, например, first commit. Делаем коммит. Нужно добавить свой аккаунт. Так, требуется почта. Так, это не моя почта, я просто в качестве примера ее привожу. Все, коммит добавлен. Давайте теперь эту функцию добавим в Git репозиторий. Можно нажать вот здесь git commit, либо читание клавиш Ctrl-K. Выбираем наш файл, добавляем описание коммита, commit. Все. Как видим, вот здесь слева появилась вкладка commit. Чтобы переключиться на проект, вот нажимаем проект. Теперь у нас в Git есть два коммита. Чтобы посмотреть их, вот можно нажать Git. И вот видим, у нас два локальных коммита. Вот текущий коммит и first commit. Если мы хотим сравнить с каким-то предыдущим коммитом текст функции, то нажимаем правую кнопку Git Compare with Revision и выбираем commit. Вот видите, я ввожу мышкой и можно сравнить с коммитом. Снизу есть описание. Давайте сравним с самым первым коммитом, как изменилась функция с предыдущим коммитом. Вот стандартное меню, которое позволяет сравнивать код. Вот видим, код выглядел так, стал так. Переносим код. Все, видим, что код идентичен. Есть удобный хоткей F7. Вот мы нажимаем F7, и курсор перешел туда, где у нас есть различия.
Это удобно при сравнении большого кода. Здесь у нас 20 строк, но когда строк сотни, то это удобно. Нажимаем F7, либо Shift F7, это если мы хотим перейти вверх. И переходим к куску кода, который отличается. Давайте посмотрим Local History. Вот видим, что здесь есть изменения с коммитами. В общем, детальная история, как мы изменяли файл. В Git есть работа с ветками кода и также работа с удаленным Git репозиторием. Это уже выходит за пределы этого видео. Если вам интересно, то пишите в комментариях, я запишу отдельное видео, как удобно работать с Git и с PyCharm. Как настроить свой Git репозиторий, как создать репозиторий в GitHub либо в Bitbucket, как работать с ветками, как делать commit, merge, commit push и другие функции, которые используются при работе с кодом в команде. PyCharm является наиболее продвинутой средой разработки под Python. В начале этого видео я рекомендовал установить комьюнити-версию PyCharm. Давайте я скажу пару слов, в чем же отличие профессиональной версии от комьюнити. Например, это более широкая поддержка Python интерпретаторов. Давайте зайдем в настройки проекта. Project. Python Inspector. Вот тут удобно, можем посмотреть, какие библиотеки у вас установлены. Вот это системные Python 3.8. Мы отдельно ставили Tornado. Так, вот он, Tornado. Тут удобно можно смотреть версию библиотеки. Вот текущая версия библиотеки. И latest version — это то, до какой версии можно обновиться. И здесь можно выбрать интерпретатор Python. Тыкаем Show All. Это пока единственный интерпретатор в системе. И давайте добавим. Вот текущие интерпретаторы доступны в комьюнити версии. Есть Conda. Есть системный интерпретатор, который я использую обычно. Virtual Environment можно использовать, когда вы хотите протестировать какую-то библиотеку, поставить какой-то код, который в дальнейшем не планируете широко использовать и либо по каким-то другим причинам не хотите вставить его как в систему. В профессиональной версии есть поддержка докер-контейнеров и разработки на удаленном сервере. Еще в профессиональной версии есть профилирование кода. Например, сейчас в комьюнити версии есть обычный запуск и дебаг. В профессиональной есть еще профилирование кода, где можно посмотреть, сколько по времени занимает исполнение определенных участков кода. Вот, например, функция f. Когда у вас код большой, функций у вас много и что-то тормозит. И в профессиональной версии можно легко найти та функция, которая тормозит. Но также повторюсь, что это не обязательно. Я сам 6 лет использовал PyCharm Community Edition, и функции из профессиональной версии используются относительно редко. Для себя я выбрал просто купить PyCharm платной версии с годовой подпиской. Со 2 и 3 года стоимость снижается. Также вы можете купить All Products, если используете другие продукты от JetBrains. Если есть какие-то вопросы, то задавайте в комментариях. Пока.